Сейчас посмотрим, кто у нас смотрит. Ребята, кто подключается и уже смотрит, пожалуйста, скажите нам, есть ли звук, видно ли, слышно ли. Сейчас мы узнаем, сколько нас людей смотрит. Так, я вижу, звук есть. Смотрит 3. Напишите в комментариях, пожалуйста, если есть какие-то вопросы. Не в комментариях, а в чате нашего прямого эфира. А мы потихонечку не станем задерживать. Я так вроде бы посмотрел, есть звук у нас, так что не станем задерживаться. Значит, представляю Борис Шапира, как уже писал в описании. Борис у нас совладелец, инструктор яхтенной школы. Написано Yes Nautic, да? Как правильно, Наутик? Yes Nautic, да. Yes Nautic, вот. Значит, но многие, я знаю, в различных яхтенных чатах знают Бориса как способствующую регистрации маломерных судов. И если, говорят, обращаться, вот мне сразу Польшу сказали к вам. Борис меня проконсультировал, и мы решили сделать такой прямой эфир, чтобы всем раскрыть, собственно, чем тот или иной флаг интересен. Но как бы для начала поговорим давайте о том вообще, мне, как всегда, интересно, как человек пришел к этой истории. Борис, расскажите, как вы пришли к яхтингу, вообще свою историю. Криво я пришел к яхтингу. Да, всем привет. Всем привет. Так получилось, что я вообще из морской семьи, как бы, из морского города, из Калининграда родом. Вот. И все так или иначе были связаны с морем. Отец у меня был капитаном, и я в свое время тоже отправился учиться в мореходку в далеком 86-м году. Вот. И закончил я, пошел не на штурманский факультет, пошел на радиофакультет. Вот, и успешно свою мореходку закончил калининградскую. И после этого так получилось, что я от моря вообще отошел и достаточно надолго. Я в 91 году уехал из России в Израиль после просмотра «Лебединого озера» по телевизору. Да, так получилось, что здесь достаточно долго. Море я вообще не касался, я сходил здесь в армию, попытался устроиться здесь работать радистом на торговый флот, и увидел вот такие выпученные глаза у администрации пароходства местного, компания ЦИМ, говорит, какие радисты, у нас такого нет уже давно, мы все на спутниковой связи, все по телефону разговаривают. Вот, и как-то так, ну и все, пошел учиться после этого в институт. Закончил институт, и тут все вернулось. Волею судьбы я нашел себя в компании Maersk, это датская судоходная компания, все, наверное, знают, крупнейшая в мире. Большая, да. Вот, да, в руководстве их операциями, и вот там те 5-6 лет, которые я у них работал, много проводил в Копенгагене, в головном офисе, в котором оказался свой собственный яхт-клуб, там через интернет записываешься, берешь яхту, ходишь. Вот, и, собственно говоря, там, вот яхтинг начался когда-то тогда, да, потом начались какие-то перерывы, вот, ну и по-серьезному, наверное, вот там, когда дети подросли немножечко, лет 12, наверное, назад, да, уже решили как-то углубиться в это. То есть поехали в Гибралтар, отучились в RYA, так, чтобы по-настоящему, чтобы с приливами и как нужно. И, ну и все, потом своя лодка моторная, потом своя лодка другая моторная, потом парусная, потом другая парусная, ну и так затянулось. Вот, сегодня можно говорить о том, что их нет, ну, да, неважно, не буду об этом. Вот, в общем, в яхтинге как таковом, в общем понимании вот нашей аудитории, наверное, да, я, наверное, последние 12 лет. Вот, из них последние 4 года, наверное, это школа. Ну, понятно, что мы сами ходим, вот, но мы на определенном этапе с партнером, с моим, с Витей Прилепским, решили открыть школу. Вот, он тоже достаточно давно в море, тоже яхтовладелец, в прошлом, правда. И, собственно говоря, вот с тех пор учим людей, как-то апгрейдили свою школу, дошли до того, что сегодня мы и
до яхтмастера океана учим, включая астронавигацию, и MCA аккредитованный выдавать ICC и так далее. Но это как бы отдельная история. А про регистрации, если говорить о регистрациях, то так Не, получилось. подождите, про регистрацию пока рановато. Вы уточните мне, пожалуйста, все нормально. Вы уточните мне, пожалуйста, в абсолютных единицах, 12 лет назад, в каком возрасте вы пришли в яхтинг маломерных судов? Сложно сказать. Я был в яхтинге до этого. Вот так, чтобы вот прям плотно. Ну, стали судовладельцем. Да, так, чтобы плотно со своими лодками, 39 получается, да. То есть в 40 лет, прям как я. Под 40, да. Под 40. Ну, то есть не поздно, я думал, я уже все профукал. Не, это как раз такой, на самом деле, очень, очень массовый возраст, когда люди приходят в эту историю. До этого всеми бежим, когтями, там, зубами грызем и продвигаемся в жизни. А вот где-то к 40 начинаем понимать, что надо что-то для себя делать, надо какие-то удовольствия. Да, и получается у вас сколько получается? 48 вы сделали свою яхтенную школу с партнером, правильно? Типа того, чуть раньше, 47 что ли, да. Угу. Сколько у вас сейчас судов? Сложный вопрос. Ну, давайте так, да, у нас есть монохул, обычная парусная яхта, у нас есть катамаран, и у нас есть моторка. Ага. То есть разного класса. А вы работаете, вы как-то партнеритесь с капитанами, они учат на своих лодках, как вот многие? Мы не партнеримся с капитанами, нет, мы учим исключительно на своих лодках, учим сами и да, стараемся ничего не аутсорсить. То есть мы не пытаемся быть какими-то яхтенными брокерами или агентами, мы вот делаем просто то, что мы делаем в кайф и все. Так, хорошо, давайте поговорим о правах. Вы сказали, что вы выдаете права какой системы, какой ассоциации? Мы работаем в IYT, при том, что вот так получилось, что и я, и Витя, мы на определенном этапе учились в RYA тоже, потому что мы начинали, вот так плотно заходить в яхтинг в ту пору, когда у IYT была очень плохая репутация в силу наших российских и украинских, объединю все-таки, соотечественников, которые открывали школы в Турции, толком никому не учили, по сути, только раздавали лицензии. Вот. И у IYT была паршивенькая такая репутация. Так получилось, что вот Витя первую свою лицензию получил в какой-то там русской школе в IYT. При том, что учили его хорошо, но, опять же таки, в то время IYT как-то так очень косо на них все смотрели. Вот, и я же пошел в RYA, и потом Витя на более позднем этапе, по моему совету, пошел на апгрейд, на офшор, по-моему, учиться в RYA. И, в общем, так или иначе мы знакомы с обеими программами. Да. Но работаем мы в системе IYT, потому что, сегодня, на наш взгляд, особой разницы нет. Ее есть небольшая разница в самых начальных курсах, но не более того. Вот. И IYT, конечно же, удобнее тем, что первое, можно учиться на любом языке, в том числе на русском, и сдавать экзамены, соответственно. Вот у нас наши экзамены переведенные, при том, что мы стараемся все-таки, кто чуть-чуть тянет английский, давать людям сдавать экзамены на английском, потому что важно знать терминологию, да, которую ты будешь использовать в повседневной жизни, находясь где-то за границей. Но тем не менее, а что касается, это, это первое. И второе, до не очень давнего времени ICC нельзя было получить россиянам, отучившись в RYA. Сегодня вроде этот вопрос решен, сегодня может получить каждый. Вот, а в IYT можно было получить ICC. Но ICC – это, собственно говоря, те самые права, так называемые, да, потому что все остальное – это исключительно подтверждение уровня квалификации. Об этом отдельно надо говорить, если захотите. Хорошо, давайте я выбираю, я не знаю, вы говорите, программы вроде как одинаковые, там, стоимости плюс-минус одинаковые. Куда идти учиться? Куда? Программы практически одинаковые. Я не очень знаком, честно скажу, с программой ISSA.
Да, но что касается RYA и IYT, программы обучения абсолютно одинаковые. И когда люди, ну вот в том числе там, в соцсетях, в телеграм-каналах и так далее, очень многие советуют, выбирайте не систему, выбирайте школу, выбирайте инструктора, в первую очередь инструктора. Это правда, это действительно так, потому что ну, не шибко принципиально. А дальше... Зависит от того, что вы с этими правами хотите делать и где вы собираетесь с этими правами ходить. Потому что там есть что страны, можно? да, Что есть страны, что какое доверие? вообще в принципе права не нужны. Есть страны, которые замечательно принимают GIMS, есть страны, которые замечательно принимают там, IYT, есть страны, которые, например, там, IYT Bareboat Keeper, Греция без ICC, там, в чартер лодки до недавнего времени не давала. Я не знаю, как это стоит сейчас, что мы лодки в чартер особо не берем, но вот по слухам как-то так. А расскажите вкратце по региону, вот ГИМС, где ходит нормально, котируется? Я так понимаю, права нужны с большего, кроме личного умения, в чартерных компаниях. Где вообще котируется? вообще GIMS это одна большая засада. Объясню. С одной стороны, вроде как человек с российским гражданством, он должен иметь права GIMS. Ну, и это логично. Да, и более того, многие чартерные компании, там, пойти взять лодку в чартер, очень многие GIMS примут. Да, скажут, о, окей, ты там, россиянин, ты с российскими правами, ну, окей, да, пожалуйста, там, иди. Но есть нюанс. GIMS с недавнего времени, ну, там, пару лет назад, что ли, начали приписывать, ну, по сути, то, что они должны приписывать, потому что GIMS, как бы его сфера, как-то, я не знаю, как это сказать по-русски, для русского уже не очень родной. В общем, суть в том, что GIMS, он регулирует судоходство исключительно в российских территориальных водах. Ну, логично, да. Но да. Российские территориальные воды имеют и офшорные воды. Ну, не офшорные, а в смысле морские. Морские пути, да. И с не очень давнего времени GIMS начали писать в правах, которые они выдают, вот там в допусках, да, что морские водные пути Российской Федерации. И права выданы для этой территории, собственно. Именно так, да. И здесь кроется засада. То есть вроде бы как с точки зрения взять яхту в чартер все классно, все замечательно, их принимают, но... С правами вообще там все хорошо, пока тебе дают яхту в чартер, пока тебя там выпускают из марины, не выпускают из марины, Костгард там закрывает глаза или говорит, классно, все хорошо, но до первого страхового случая. До первого страхового случая, который оказывается непростым и попадает на разборки к капитану порта. Вот, там начинаются неприятности, да, там, если вот в Греции ты совершишь там какую-нибудь аварию с кем-то, да, вот придешь на разборки, да, там посмотрят, что у тебя права GIMS, что ты уполномочен и научен, да, ходить только по Российской Федерации, да, там доля твоей вины априори растет против какого-то местного, с которым ты столкнулся, даже если... Да, там по всем правилам, по МППСС, вроде бы как там, виноват в столкновении он. То есть ты не имел права двигаться... Здесь надо заметить, я сделаю ремарку небольшую. Ребята, помните, знаете, да, виноваты всегда оба. Всегда. Вопрос только в доле ответственности, как она распределяется по результатам разборки. Хорошо, есть ли в мире как бы вот, ну, более универсальная, вот какая категория более приемлемая, и на нее приятнее смотрят, меньше запачкана в выдаче впустую там и так далее? Именно права. Ну, сегодня я думаю, что RYA и IYT, да. Вот, самые котируемые, да? Ну да, обе хорошо котируются, но в любом случае, опять же таки, все вот эти барeboat-киперы, дэш-киперы, яхтмастеры, там, Coastal, Offshore и прочее, это исключительно подтверждение какого-то там уровня квалификации, да, с точки зрения вот той самой 40-й резолюции ООН, которая регулирует, которой кто-то присоединился, кто-то нет, которая регулирует вот, там, вопросы допуска к управлению маломерными судами, правами как таковыми является именно ICC.
М. Интересно. Хорошо. Это, конечно, вы прям так сказали. То есть, получается, ECC как бы это самое, что ни на есть прописанная единственная система, да, но остальное все Не, как бы... Не. ICC это всего лишь международный сертификат компетенции, да, то есть это как у моряков есть рабочие дипломы. То есть вот я там закончил вчера мореходку, да, получил диплом, что я закончил мореходку, там радиофакультет, не более того. Да. Помимо этого я там прохожу практику, сдаю экзамены, получаю рабочий диплом. Да. В рабочем дипломе Понятно. написано, там, кто я такой, к чему я допущен с точки зрения там, морского законодательства, да, упрощу. Вот там радиооператор там такого-то класса. Соответственно, я там могу занимать должность там радиста на таких-то судах. Ну, это все прошлое, но тем не менее. Понятно. То же самое с штурманами, да, есть разные ступени у капитанов. То есть одно дело там закончил... Понятно. Это, с этим все ясно как раз-таки. А вот имеет ли на самом деле, кроме коммерческого смысла, вот это вот ограничение по сроку действия? Ну, то есть они не постоянные права, а какие-то временные их продления просто за деньги. Вы же не пересдаете. Какой смысл этого ограничения? То, что сделали IYT, и это то, что не нравится никому, и нам, как школе в том числе, вот с этим продлением лицензии Бербоутшкипера и яхтмастера и так далее, это не очень красиво, наверное. Они это взяли с ICC, собственно говоря. Сейчас объясню, почему. Но, опять же таки, это частный бизнес, по сути, да, они зарабатывают... Это, короче, коммерческая составляющая, да, Да, смысла. вот. А с точки зрения ICC, вот тех самых прав как таковых, они в любом случае обновляются каждые 5 лет. Неважно, кто их выдал. Выдали их IYT или выдали их RYA. Это как Любая права категория. на Это автомобиль. понятно, это как drive license, но там-то идет медкомиссия, а здесь-то как бы Для ничего не любителей происходит. нет никаких медкомиссий. И опять же таки, неважно, это RYA или IYT, просто каждые 5 лет обновляются. Ну, вот так с правами. Что права на машину, что права на лодку. Понятно. Такая общая практика лицензов, я понял. Ну да. Хорошо, давайте поговорим о регистрациях. Вы вообще, вы брокер, я так понимаю, вот этой вот крупной регистрационной компании, да? Расскажите в 2 словах. Не брокер, а дилер. Мы по сути агент, да. Просто так получилось, что мы общаемся много в этой среде, учим, выпускаем ребят, и они приходят рано или поздно к покупке собственной лодки. Понятно, что не все, но кто-то приходит. Вот. И ради интереса, какой процент приходит после обучения, возвращается, становится судовладельцем? Примерно. На скидку. Слушай, я не считал. Наверное, каждый 10-й. Понятно. Да, прикольно. Понятно, да. Да, так, может, кто-то не покупает в конечном итоге, но вот каждый 10-й, наверное, имеет это в планах, задумывается об этом. Вот. Так, и они, естественно, приходят к этой мысли и... Да, они приходят к этой мысли, приходят за советом. Соответственно, мы стараемся как-то своих курсантов поддерживать, в дальнейшем. Вот. И ищем какие-то варианты, предлагаем. В общем, как-то так получилось, что вот там помогли одному, помогли другому, подсказали третьему, четвертому, пятому. Вот. И пришли к тому, что стали формально агентами вот этой Boat and Yacht Registration. И сегодня можем помогать оформлять те или иные флаги. Давайте поговорим о самых распространенных регистрациях, флагах. Какой является топом? Тут надо понимать, о чем мы говорим. Мы говорим применительно к россиянам, белорусам, украинцам, или мы говорим вообще о регистрации? Мы говорим о регистрациях маломерных судов. Да. Окей. Значит, мое мнение, мое видение. Да, я бы на первое место ставил Англию с точки зрения привлекательности, котируемости и еще всяких дополнительных плюшек, но, к сожалению, она доступна не всем. Кому? Она, знаю, доступна гражданам, а кому еще?
Она Президент. доступна гражданам, она доступна гражданам или того или иного вида подданным Президентом Евросоюза? э, Commonwealth. Есть список стран, которые называются Commonwealth. Туда входят в том числе бывшие какие-то протектораты или колонии Великобритании. Мгм. Вот. Ну и в принципе через создание спящей британской фирмы она доступна кому угодно. Единственное, что сейчас вот там для россиян, в частности, и есть определенные сложности с открытием такой спящей английской компании. Чем хороша Англия? Это престиж, ну понятно, да, Англия морская прям совсем. Ага. Б, очень недорого. Частная регистрация, ну, такая примитивная в Англии, она совсем недорогая. И третье, имея английскую лодку с английской регистрацией, можно страховаться, в том числе в Англии, а в Англии страховка очень дешевая. Выгодная, да? Мгм. Да, ну, раза в 2, иногда, может быть, даже в 3 дешевле, чем вот немецкие или испанские компании, в которых мы обычно страхуемся все. Так, Вот. дальше вторая категория. Поэтому вот там на первое место я бы ставил Англию. На второе место, ну вот в силу там, комплекса, да, там, каких-то недостатков, преимуществ, ну, наверное, сегодня Польша. Польша тоже Ну да. недорогая, Польша на всю жизнь. И с Польшей очень-очень просто жить в Европе. Польская регистрация. Поляки, они такие добрые ребята, может, они наивные, может, они добрые, может, у них просто вот как-то так, они не подумали об этом, но суть в том, что ты можешь купить яхту без НДС европейского и спокойно поставить ее под польский флаг, не выплачивая этот НДС. Ровно до тех пор, пока ты не зашел на ней в Польшу. Окей, там, требование оплаты НДС начинает возникать, когда ты там, пришел на ней в Польшу, физически ее туда завез. До того момента поляки тебя НДС не спросят. Они тебя яхту зарегистрируют, и регистрация на всю жизнь, дается пластиковая карточка, такая судовой билет, и все. И одновременно с этим, при том, что ты вроде как НДС не заплатил, но будучи под польским флагом, под флагом ЕС где-нибудь в Европе, к тебе никто никогда и не придет и не спросит, а что у тебя с налогами? Вопрос не возникнет. Да, ну, европейская лодка и все, как бы европейская. И катайся там по Европе сколько хочешь, да, не закрывая границы, не Ну, я открывая. знаю, что в двух словах там это регистрация польская для малых судов там 450 и там до 850, да, по размеру отличается и по комплексу там Там с грубо, регистрацией. грубо там что-то 460, если мне память не изменяет, Мгм. 560 и Наверно. 660, да, зависит от длины судна. Да. Исключительно от Мгм. длины. А для сравнения Англия по стоимости тоже, чтобы мы указали именно порядок, просто 150 примерно. фунтов. А я знаю, что вообще для граждан 35 евро, да, там на 2 года вообще там какие-то. И можно сделать еще дешевле. Там в Англии есть несколько регистров. Есть регистр, который не регистр, а просто типа упрощенной регистрации. Это SSR, Small Ship Registry. Если ты хочешь сделать полноценный регистр, то там ну, такая лобовая цена, ну, то есть государству надо заплатить, нет, я соврал, не 150, по-моему, 179 сейчас, что-то там фунтов Ну, не на суть, 5 это для лет. порядка. Так, хорошо, Польша, понятно, с большего много кого регистрирует. Я знаю, там не очень большой пакет Кто-то тут, документов вот надо оформить. Иван спрашивает, извини, перебил, Виталий. Да. Иван спрашивает по поводу Голландии. Голландия, да, Голландия была, Голландия, в принципе, есть, но с ними стало сложно. В свое время они регистрировали направо и налево, это стоило дешево, Да, и я это тоже была вот слышал. упрощенная регистрация типа вот этой британской ССР. И потом они перестали ее делать не голландцам, вот всем, кто не голландцы. А голландская, вот эта, которая с маркировкой, с микродотами, полноценная регистрация, ну, она сейчас, ну, во-первых, там, россиянам точно недоступна, вот, а во-вторых, она уже не такая аттрактивная, дорогая. Не, я знаю, что голландская как бы государственная регистрация, там есть две, да, категории, Да, типа да, 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 да. ассоциации и регистрация государства. Государственная только граждане ЕС, это 100%, и Именно так. голландцы. А вот эта ассоциация, она так заговнячили ее наркоторговцами, там Да. какими-то гастарбайтерами и прочим мусором, что она
практически запрещена в половине южных стран, как бы я вот так Так и слышал. есть, да. И она нелегитимна, она не принимается, да. Ну, там голландец на голландской яхте с ней ходить может, но не Ну, более того. понятно, это было бы логично. Мгм. Так, хорошо. Следующий флаг, который, вот, если не польский, то вот мне почему-то человек сказал, что поедет в Карибы, и он решил сделать не Тунис, я сейчас могу посмотреть, ну вот какую-то другую регистрацию, не европейскую. Да. Что еще? Вот вы говорили, Малайзия вроде бы, там ребята... На Карибах на Карибах я не знаю, что с точки зрения там налогов, надо ли, да нет, там никто тоже не спрашивает, не надо там делать какие-то местные регистрации. Какие еще? Ну, Делавэр, понятно, был, но он протух, ну, потому что он изначально был левым, просто никто этого не понимал. Сейчас Ну, это вроде была все тоже уже... ассоциация, да, простая. Мгм. Там не то, что ассоциация, это местная регистрация внутри штата исключительно, которая вот только вышел там, за Офшорная. пределы штата, она все. Да, и Палау. Мне сказали, что в Палау хотят регистрироваться, потому что... Палау. Да. Может быть, ну, все эти Палау, Панамы и прочие BVI, я не знаю, это скорее, ну, это не дешевые регистрации, это не для любителей, это регистрации, которые удобны с налоговой точки зрения для ведения коммерческой деятельности. То есть это Мгм. хорошо для торговых судов и для суперяхт, а для любителей я не думаю, что это имеет вообще какой-нибудь смысл. А Сан-Марино, вы говорили мне про нее, Есть не Сан-Марино, есть входила в Малайзия. регистрацию. Это как две дополнительные опции, которые существуют сегодня для россиян. И, ну, как бы они не очень были востребованы всегда, но существовали, потому что они как бы подороже, чем та же Польша. Просто Польша в марте-апреле начала давать отказы россиянам, ну, в силу Мгм. небезызвестных событий. Политические события. Мгм. Да, в рамках санкций. При том, что не на законодательном уровне, то есть какого-то Ну, там понятно, закона. налично. Мгм. Да, какого-то там закона такого нет. Но начали слать отказы. И вот до недавнего времени, наверное, вот месяц назад удалось вроде как там убедить их и научиться проталкивать, да, там, россиян с польским флагом. Малайзия, да, она менее удобна в Европе, нежели Польша, потому Мгм. что если Ну, лодка меньше доверия, относительно, да? если лодка относительно дорогая, кто-то когда-то может задать вопрос. На самом деле, чтобы вы понимали, с точки зрения там, регистрации, если у вас лодка там, до 2000 года и не больше 40 футов, никто никогда к вам не придет. Ну, то есть это очень, очень редко, чтобы кто-нибудь что-нибудь спросил, потому что ну, не будут пытаться выставить вас на те или иные налоги, потому Ну, что, есть бумажка и хорошо, да? Мгм. ну да, смысл, там суммы маленькие, никто не будет этим заморачиваться в Европе, как правило. Вот, Малайзия, да, Малайзия страна с тоннажным регистром, то есть там регистрируется яхта ну, в регистре, нужно предоставлять тоннажный сертификат или ну, обмер, и они рассчитывают тоннажный сбор, который там ежегодный, и можно зарегистрироваться до 5 лет. Да, то есть там регистрация сама по себе, вот там оформить весь этот процесс, что стоит что-то порядка $950, если не ошибаюсь. И на такую среднестатистическую 40-футовую лодку тоннажный сбор что-то порядка 250 или $240 Каждый в год, год. да? Да, ну ты можешь вперед заплатить за 5 лет и получить себе, собственно говоря, там, А регистрацию. если не заплатил, то что? А если не заплатил, то она как бы протухает. Но бумажка-то есть на руках, да? Как бы вроде как, если в Малайзию тоже не заходишь, наверное, не принципиально. И бумажка вроде бы как есть на руках. Ну, можно попробовать, да, там похитрить, но я не Ну, сторонник. просто Я не интересно. рекомендую. Слушай, это не те деньги, чтобы рисковать да, там, каким-то... Конфискации. Ну да, ненужными разборками. Да. Скажут, лодка не твоя, оставь ее здесь и вали отсюда. Насколько часто вообще, ну, эти реестры, они же не обмениваются, то есть, ну, я не думаю, что Греция заходит в базу Польши. Ну, может такое, может быть вообще, и такое происходит вообще. Не надо заходить в базу. Есть сегодня у всех, собственно говоря, сертификатов есть QR-коды, которые Ну, не у замечательно всех, ну сканируют. да.
у сертификатов регистрации, который замечательно сканируется, ты попадаешь на сайт того или иного регистра и видишь, регистрация валидная, невалидная и на кого она вообще. А что касается ГИМСа, ой, не ГИМСа, ФПС. В ФПС. Ну, в ФПС это примерно как шведская клубная регистрация, по сути, получается. Ну да, это парусный спорт России. И, действительно, только для граждан России. Но какова его котировка в мире? Но это не флаг. Это вроде бы как регистрация, вроде бы как Ну, все, ассоциация. да, вроде бы как все хорошо, но это не флаг. Но в Европе его воспринимают или нет? Ну да, есть лодки с российским флагом, которые с регистрацией в ФПС и нормальной страховкой, да, спокойно стоят в марине и ходят в море, да, 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 А где есть. страхуется, получается, ну, если, например, в Польше, то ты страхуешь в Польше, имеешь право, да, или в Европе? Сегодня российские владельцы на самом деле страхуются только в ЕАЭС, и остальные страховые, как правило, не Но очень. это же достаточно крупная Вроде ассоциация. бы как Мапфра испанская еще тоже страхует. ЕАЭС хорошая, кстати, компания, да, она как-то считалась такой второй или третий сортной много лет. Да, там первыми были Пантениус, потом Шомакер, да, если говорить о немцах. Вот, а третьими там, вот эти ЕАЭС. Но при этом они очень приличная страховая компания, они достаточно легко страхуют, и они выплачивают. И они выплачивают. Не кочевряжется, да? Ну вот Ну мы да. прошли, значит, Нидерланды обсудили, Польша, понятно, Делавер отвалился. Вот я еще вижу на сайте этого регистрационной компании Мальту, Германию. Мальта дорого, бестолково для яхт. Ну, долго рассказывать, просто попробуйте поверить. Германия нет, для россиян вообще никаким боком не подходит. А не для россиян, ну, есть и резиденты, почему, европейские Нет, для резиденты. немцев вообще прекрасно. У меня была лодка моя одна с немецкой регистрацией, которую я спокойно пошел в Германии зарегистрировал. Это стоило 14 евро, что ли. То Вот, есть она недорогая для граждан и для резидентов, да? Да. И замечательно с ней жил, с этой лодкой, с этой регистрацией. А что касается вот снятия, в Греции есть проблема, ну, длительного срока снятия с учета такой лодки при покупке, именно греческой лодки. Но я так Да. понимаю, любой другой европейский флаг достаточно оперативно снимает с учета, да, и отвечает. Да, очень легко. Да, это вот греки какие-то такие Нет, есть еще итальянцы. Итальянцы чуть попроще греков, но там тоже очень сложно. То есть там надо и продавцу итальянцу надо идти в мэрии заверять свою подпись, вот, причем не у нотариуса, а вот в мэрии. Да, и привлекать к вопросу дерегистрации часто приходится нотариуса, и это занимает время и стоит денег. А что касается Италии, я слышал, что до 10, по-моему, метров нет у них регистрации. Это правда или нет? Не знаю, не буду врать. Не скажу. Я в Италии лодки покупал, но не до 10 метров, не скажу. Тут есть Бельгия. Что про Бельгию? Была Бельгия. Сегодня Бельгия, хозяевами лодки должны, как минимум 50% собственности лодки должны быть у бельгийцев. Года 4, наверное, назад Бельгия протухла для всех, кто не бельгийцы. Бельгийская лодка у меня тоже одна была своя коммерческая, большая, 62-футовая моторка. Она была под бельгийским коммерческим флагом, пока это было возможно. Но это вот уже То есть получается, что большинство стран склоняются к тому, что все-таки они начинают сужать этот вопрос либо до как бы ЕС-зоны, то есть той, которой они находятся в договорах, либо прямо для граждан, да, для самих, если это нормальная регистрация государственная, да? Да. Стали очень много пользоваться, очень не очень. А Гибралтар, вот последняя такая вот, стоит галочкой. В чем ее? Гибралтар та же Англия, по сути, только дороже. А какие-то вот, ну... Гибралтар та же Англия, только офшорная. Ну, как ничего, никаких плюсов перед той же самой Англией не имеет. И дороже, и для россиян недоступно.
Допустим, я приезжаю в какую-то страну, и вот, ну, я понимаю, что как они смотрят на регистрацию и прочее. Есть вариант, что, например, посмотрят на регистрацию, скажут, ты не заходишь. Не знаю, может быть такое? Я не сталкивался, слушай. Я не сталкивался с таким. С А что временной регистрацией, да, там не запускали. Вот видел, слышал где-то там в соцсетях или в Телеграме, что каких-то ребят там в Германию не а, пустили или в Данию а, не пустили. а такое, например, Но я не знаю, какая у них была регистрация, потому что ты ну, вот понятно, это что... читаешь что-то в каналах, в соцсетях, да, там кто-то что-то не договорил, тебе говорят, и тебе потом кто-то, вот, кто консультируется с тобой, тычешь носом. А вот там ребята сказали, я говорю, слушайте, я не знаю, какие ребята что сказали, да, потому что надо смотреть, какие у них были Ну, документы. если разобраться, в общем, там всегда все немножко по-другому, да? Да. Хорошо, а второй вопрос, например, я опять же захожу с какой-нибудь там ГИМСом, ой, с ГИМСом, с ВПСом, Да. ВПСом, и мне говорят, забираю вашу лодку. Как? Такое может быть? Не. А как у тебя могут забрать лодку? Почему? Я не знаю, просто спрашиваю. Ну, Все, я мало ли. понял. Ты про все. Ты сейчас про вот эти там новые санкции, что там Не, даже не про это. Ну, просто, например, там у него подозрение, что регистрация может быть... Я слышал, опять же, что украинские неверные регистрации и грузинские оказываются чистым фотошопом, как и голландские на данный момент. Вот Да, есть это такие. липа. Да. Что они тогда, какую санкцию применяют, ну, какую вот воздействие применяют? Ты передаешь тебе документ, он как бы, ну, не знаю, вообще там, ну, понимаете, там типа феерический. И вот они что, либо они не пускают в страну, либо они Да. арестовывают лодку до разбирательства. Они могут не И пустить, что? они могут поставить лодку на таможенный причал за стоянку, на котором ты будешь платить, пока не предоставишь им удовлетворяющие их документы. Да, имеют право. Ну, либо уходи, да? Либо уходи, да. Ну, то есть в целом они Либо ж могут тебя уходи отпустить. прям вот за территориальные воды нахрен, да. Ну, понятно, то есть сразу типа выходи. Мгм. Да. Это вот я просто имел в виду, что вот такие крайние случаи, я просто слышал, что эти регистрации есть, что эти бумажки есть, и что они не Я липли. слышал, да, вот буквально недавно там, от коллеги слышал, от Дениса Серова, если знаком с ним, все, о человеке, у которого вот какая-то такая была страховка. В частности, не регистрация, а страховка какая-то такая кривая. Вот, что Так, же, да. ее просто не приняли, да, вот так же, не пустили. Ее не просто не приняли, а просто устроили человеку очень серьезные неприятности. То есть обвинили в мошенничестве и так далее, в подделке документов. Не И поленились. так, и он, ну, как бы он, они Ну, его как-то там все это разрешилось. Я деталей не знаю, поэтому не буду. ну, понятно, не раз. Но случай, да, реальный был. Хорошо, давайте еще тогда вот в 3 слова, раз страховку взяли, но вы-то уже понимаете, как бы, как это все работает. При переходах между странами, то есть вот обитует мнение, что только для входа в порты, то есть типа вот марины прям защищенные, там нужны вот эти страховки от третьих лиц, а в других местах не нужны. Так ли это и вообще для чего нужны страховки? Нужны Вообще ли нет, страховка, это не страховка от третьих лиц, это ну, как бы, окей, можно говорить о том, что это страховка от третьих лиц, но на самом деле это чуть шире, да, эта штука чуть шире. Это liability insurance, то есть это страховка ответственности. Это как ОСАГО, да, Я про это и говорю, от ущерба третьим лицам, я не коротко. обязательно третьим лицам, это в том числе от ущерба окружающей среде, которые будут потом за деньги, если ты прольешь топливо, какая-то вот там местная компания, которая обеспечивает, да, там, сохранность окружающей среды, будет его чистить и выставить счет твоей страховой. Если у тебя такой страховки не будет, то будет очень неудобно, потому что там суммы налипают в сотни тысяч. Дешевле кому-нибудь лодку повредить, чем топливо пролить и быть пойманным. Так надо делать страховки? Какие надо? Ну, то есть, я понимаю, мы не говорим сейчас о личном моем желании чего-то там. Какие есть именно сторонние требования по этому вопросу? Помимо того, что... Обязательно liability insurance, вот это вот ОСАГО, причем лимиты ответственности могут варьироваться, там, и покрытие может варьироваться. То есть есть ОСАГО, там,
Как бы, вот у меня, например, там, вот у меня есть моя личная английская лодка, да, там, под британским флагом. Я ее страхую в Британии, я специально расширял лимиты ответственности для того, чтобы я мог ходить в Италии, чтобы я мог ходить в Греции, где, ну, там больше требований к лимиту ответственности. Но при этом я не смог ее там застраховать таким образом, чтобы у меня был допуск ходить в Израиле, где я живу, например. Вот она у меня сейчас стоит в Турции, я в Израиль с точки зрения страховой. На ней зайти не могу, потому что на территориальные воды Израиля страховка не распространяется, сколько бы я ни предлагал им заплатить. Так, хорошо, а на какую сумму? Вот у меня там, не знаю, 11,5 метров, там 37-38 футов, лодка, которая стоит 1025, там 30. Насколько мне стоит страховать? На 50, на 100, если вдруг катамаран Стой. валю? Это отдельная история. Это уже не liability, это уже каска. Это уже Не, страховка. это для меня, я понимаю, для моего ущерба, а третьим лицам ущерба все-таки его нужно завышать для своей лодки? И могу ли я же могу нанести много больше ущерба? Нет. Третьим лицам ущерб, он всегда лимитируется вот теми самыми требованиями тех или иных стран. Обычно это не меньше 3 миллионов. Есть страны, которые просят 5 миллионов. То есть либо 3 миллиона, либо 5 миллионов евро покрытия вот этой liability, да, ОСАГО. Угу. А то, что ты говоришь, там лодка дорогая, недорогая, это вообще не важно. Это может быть лодка за 3000 евро, но тебе нужно на нее делать страховку liability. Ну, И вот эту ОСАГО. кто когда проверит? На таможенном входе? Страховку проверят и на входе, страховку проверят в марине. В марину тебя без страховки liability Ну, это вообще вот не да. пустят. Ну, вот я Вообще. про марину-то понятно, с большего. Мгм. Да. Могут проверять и Костгард в том числе. Вообще. Ну, то есть это одна из причин, может быть, отказа во входе, что типа отсутствует страховка на данную территорию, да? Да. Причем совершенно разумная и понятная причина. Понятно. Я тогда от себя еще один вопрос. Мне просто интересно стало. Внутри Европы, если я выхожу из Греции, иду в Италию, это же внутри Европы, я же не должен делать чекаут, чекин, чекаут? Или должен? Это я так. На европейской лодке Да, на польской регистрации. ничего ты не должен. Ничего не должен. Это вот так, для себя. Классно, спасибо, что рассказали. Может быть, еще что-то интересное расскажете, какой-то случай. Вы как-то, помню, говорили, что базировалась школа в Испании, а сейчас вы базируетесь в Турции, да, насколько я знаю? Не, мы по-прежнему живем в Испании, как бы у нас офис школы находится в Испании, да, но вот это ковидобесие испанское нас в свое время немножечко, да, перетряхнуло и переформатировало. Сегодня мы больше учим людей в Турции, нежели в Испании. Ну, как бы в Испании база осталась, но сегодня там мы делаем, наверное, 20% активности, ну, вот с начала коронавируса. Вот, а на каком-то этапе, да, вот когда год все это продолжалось, мы там взяли лодку учебную, перетащили в Турцию, в Мармарис, вот, куда можно доехать. И, собственно говоря, по большей части работаем там. Но в Испании, да, база существует, но учим мы там сегодня сильно меньше. Классно. Спасибо за ваше время. Знаю, что вы приезжаете. Не стану задерживать. Думаю, что... Я в процессе переезда. Нет, все нормально. Я готов делиться, чем могу, подсказать. Подскажу и помогу. Советы у нас бесплатные. Да и вообще. Ой, не говорите так. Я так в паре видео сказал, мне столько настреляли, я заколебаю. Невозможно времени столько отписать всем. Я оставлю ваши контакты на Facebook, то, что вы мне прислали, в описании к видео к этому. Все мне очень было интересно. С большего все понятно, прозрачно стало. Спасибо за ваше время, хорошего вам переезда и рад был познакомиться. Спасибо, взаимно. Всем удачи, благодарю, до связи. Так, я здесь...